Друзья, всем привет, доброе утро, вы на канале Мотосанчо, ну или сегодня правильнее сказать Автосанчо. Дело в том, что на сегодня у нас запланирована поездка в горы, поездка на автомобиле с элементами пешей прогулки. А началось все довольно давно, месяца 2 назад, когда Мишка для школы готовил доклад на тему Бабьегурский национальный природный парк. Мы с ним вместе искали информацию, и уже тогда я понял, что место довольно любопытное и стоит там побывать. Вот сегодня звезды так сошлись, что у нас есть свободное время, есть погода. Мы встали пораньше по будильнику и едем. Из Катовиц мы уже выехали и взяли направление на юг, в сторону границы со Словакией. И если видите, по интенсивности движения в горы мы сегодня едем не одни. Очень много машин, очень плотное движение. На наше счастье, основной поток машин двинул прямой наводкой в горы на Бельско-Бяла и дальше на Вислу. А мы свернули налево и сейчас двигаемся в сторону Кракова. Сделали остановку на заправке на утренний кофе. Встали рано по будильнику в 7 утра, чтобы выехать хотя бы в 8. А вдалеке, если видите, уже горы на горизонте. Мы сейчас вдоль них двигаемся. Совершенно неожиданно, нежданно-негаданно мы выехали к огромному парку экстремальных аттракционов Энерджиландия. Я и не думал, что наш маршрут будет проходить мимо. Это все американские горки. Страшные и очень высокие. Даже не знаю, наберусь когда-нибудь решимости сюда приехать покататься. Это еще не горы, но дорога уже живописная. Петляет по холмам. То спускаемся в долину, то поднимаемся вверх. На мотике здесь классно покататься. Я так понимаю, навигатор ведет нас вовсе не главной дорогой, уж очень здесь узко, но красиво. Боюсь, что камера не передает тот угол подъема, на который мы сейчас идем. Он прям хорош, градусов 25. И в какой-то момент открылся вид на настоящие большие горы, на вершинах которых еще лежит снег. Красота! Мы доехали до конечной точки нашего автомобильного маршрута. И отсюда начнется маршрут пеший. Подъем на гору Бабья. Но сначала надо разобраться с оплатой парковки. Видите, люди стоят, закидывают денежки в паркомат. Место нашли, хотя мест объективно немного. Свободных больше и не вижу. В паркомате все довольно понятно. Доступна оплата картой. Суточный билет 15 злотых.
Ну а на меньше, наверное, здесь и нет смысла парковаться. Билет этот размещаем под лобовым стеклом и идем гулять. Кроме платной парковки, есть еще и платный вход на территорию парка. Надо заплатить. День добрый. Так. Билет взрослый 8 злотых, билет детский 4, итого 20 за всех. И мы начали восхождение. Как там в песне «Лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал». На этих горах мы не бывали. Слева шумит горный поток, справа дремучий лес. Ну и пока удобная, утоптанная дорога, я бы сказал. Здесь и машины, судя по следам, иногда ездят. Возможно, работники парка. Дорога хоть и с небольшим уклоном, но постоянно идет в гору. Но если устал, всегда можно присесть, отдохнуть. Стоят скамеечки. Конечно, атмосфера здесь классная. Птицы поют, тишина. Людей нет, заметьте. Они есть, но они где-то все рассредоточены по маршруту, потому как парковка вся забита. Значит, люди есть. Бежит поток с горы, тает снег, и эта вода устремляется вниз. Здесь есть местечко, где можно подойти, потрогать воду. Ай, какая красота! Как в сказке. О, ледяная, холодная-холодная. И вот вам сходу интересный факт. Эта гора Бабья является водоразделом между Балтийским и Черным морями. Как это понимать? Все ручьи, которые сбегают с нее на север, в конечном итоге попадают в Балтийское море. А те, которые на юг, в сторону Словакии, попадают в Черное. Представляете, какая фантастика? Вот здесь становится заметно, что в горах весна приходит позже. Только-только листья распустились на орешнике. Гляньте, какие молодые листочки. Пешеходная тропа. Камни. Корни. А совсем рядышком проходит дорога. Можно там идти при желании, но здесь гораздо интереснее. Чувствую себя хоббитом, который несет кольцо на гору. Гора Бабья является самой высокой горой в системе Бескиды, которая в свою очередь входит в горную цепь Карпат. И образовалась эта гора около 2 миллионов лет назад. Поднялась с дна моря, ведь когда-то все это было древним морем, и в камнях, и в скальных склонах до сих пор можно увидеть остатки древних моллюсков. Ну а сейчас могу точно сказать, что здесь фантастически красиво. Глянул сейчас на карту и с удивлением обнаружил, что мы прошли треть маршрута. Здесь развилочка, мост из еловых бревен, очень много ручьев, речушек. Налево уходит путь оранжево-зеленый, а мы придерживаемся вот этого бело-зелено-белого. Это пешеходная тропа по камням. Оставил Мишку с Танюшкой на привал, а сам
Пойду прогуляюсь в сторону от туристической тропы. Здесь есть такая стежка. Запах. Сосновый лес. Помните, как в детстве пахло в пионерском лагере? Вот оно. Какой-то ручеек берет здесь свое начало. Чем выше мы поднимаемся, тем сильнее становится ветер, и тем он прохладнее. Тут важно не упустить момент, когда надо остановиться и одеть теплые вещи, иначе легко простыть. С погодой пока нормально, но загадывать не будем. Не зря Бабью Гуру прозвали матерью ненастья. Погода на вершине очень быстро меняется, и в мае может пойти снег. В путеводителе было написано, что подъем на Бабью Гуру осилит любой, даже самый неподготовленный человек. Дети, пенсионеры и лица, приравненные к ним. Фу. Мы ползем все выше и выше. Уже порядком подустали. 2 часа с момента начала подъема, а впереди еще половина. И я так подозреваю, не самая легкая. О, нам сюда. Судя по всему, на этом участке был когда-то ураган. Много деревьев повалило. Стоят сейчас пеньки и лежат стволы распиленные. Кто-то здесь следит за порядком, подчищает лес. Ну и что приятно, никакого мусора нигде нет. Ни бычков, ни пластиковых бутылок. Очень интересный по обочинам растительный мир. Какой цветок здесь распускается. Необычно. А вот и черничка. И вот он, этот момент, когда среди деревьев мы увидели вершины гор. Когда видишь конечную точку, идти становится легче. А если обернуться назад, то тоже открывается шикарный вид на долину. В какой-то момент уединенная горная тропа вывела нас на площадку с рестораном. Цивилизация, пивасик, мороженое и огромное количество людей. Надо сориентироваться, куда нам отсюда дальше двигаться. Вон, кажется, столб с указателем. Какая тут движуха. Все отдыхают. Вот он, маршрут на вершину Бабьей горы по пути академиков. Перч академиков. Самый сложный участок. Значит, сейчас наш маршрут будет обозначен желтыми значками. Бело-желто-белый. Я так подозреваю, что большинство этих людей выше-то и не поднимается. А это как конечная локация. Пришел, в кафешке посидел, воздухом горным подышал и вниз. Конечно, на контрасте, когда закончился подъем и тропа идет вот так в одной плоскости, на одном уровне, идти стало гораздо легче, приятнее. Прям такая лайтовая прогулка. Я представляю, как вечером сегодня у нас будут гудеть ноги. Сначала мы услышали шум воды,
А затем увидели это. Горный родник. Холодненькая. Вкусная. И тут, ребят, глядите, какой ребус. Вот он, указатель нашего пути. Обломан. А выше видим табличку. Внимание, путь закрыт для обновления. А поворот на эту тропу здесь. Начинается лестница. Это желтый маршрут. Мы решили просто подняться повыше, посмотреть, а почему же этот путь закрыт. Вот дойдем до небезопасного места и вернемся обратно. Да-да, правильно идем. Вот оно обозначение. Желтое. И знаете, в чем самый кайф? Мы здесь одни. А то внизу становилось уже слишком людно. А вон, если видите, в низине, в тени деревьев, лежит язык тающего снега. Первый на нашем пути. И бежит ручей. Кстати, с горой Бабьей связано очень много паранормальных историй. Например, здесь часто над горой видят НЛО. По свидетельствам очевидцев на сайтах уфологов. И есть даже история, как в одной семье, правда, с той словацкой стороны, от отца к сыну передается тайна, где спрятан вход в подземелье под горой, которые используются другой цивилизацией для быстрого перемещения по всему миру. Возможно, какой-то телепорт или что-то вроде этого. Мы, конечно, не будем в эту всю мистику ударяться, но идем по закрытому пути, и что там ждет нас впереди, неизвестно. Этот маршрут Перчь Академиков является кратчайшим путем на вершину горы, но и самым сложным, самым отвесным. Зато вот какие здесь есть места по пути. Фантастика. А вот гляньте, какое интересное лесное явление. Называется капкан лешего. Когда в ураган дерево опрокидывается, и вот это все корневище поднимается вертикально. Ствол лежит на земле и постепенно гниет. В какой-то момент он хрустнет, и все это опрокинется обратно. Если здесь что-то делать, прятаться от ветра, от непогоды, дернуть за корень, может просто захлопнуться земля над вами. И выбраться будет очень сложно. Практически невозможно. А главное, что и со стороны не видно. Сразу это место маскируется. Нам дорогу преградил ручей, помог ребятам переправиться, а сам глядите, что заметил. Тихонько, тихонько.
не получится снежок слепить. Зима! Снег. Тут еще лежит прошлогодний снег. Стоит отметить, что хоть здесь и лежит снег по обочинам, совсем не холодно. Даже жарко стало, когда гора прикрыла нас от ветра. Все более дикой становится тропа. Но само по себе осознание того, что мы идем путем, где никто больше не ходит, добавляет мотивации и сил. А вот, возможно, и одна из причин, почему этот маршрут еще закрыт. Здесь по-прежнему лежит снег, и это может быть небезопасно. Но, видите, след свежий. И еще один. Кто-то здесь сегодня уже прошел. И вот, мы здесь не первые, но редкие гости. А вот уже и снежный участок начался. Так, навскидку толщина сантиметров 30, и таять он здесь будет еще долго. Но вполне проходимо. В снегу выдавлены ступени теми людьми, которые поднимались до нас. Здесь, где лежит снег, только-только пришла весна. Глядите, набухли почки и зацвел какой-то кустарник. Очень красиво зацвел. Мы тут подумали, поделились эмоциями и впечатлениями и поняли, что даже если сегодня эта тропа не выведет нас на вершину, мы все равно останемся довольными. Потому что увидели все эти красоты, погуляли по снегу. Фантастика. Оно того стоит. И вот дорогу нам преградил ручей. Но он в силу обстоятельств еще не жидкий, а твердый. И по нему можно спокойно перейти вброд. Сложность тропы повышается, уклон увеличивается. Но мы с пути не сбились. Обозначения по-прежнему встречаем. И кажется, сейчас снова пойдем топтать снег. Я говорил, что высота горы 1725 метров. Мы сейчас где-то на отметке 1500. И кажется, здесь начинает уже не хватать кислорода. Все тяжелее даются нагрузки. У Миши уже сломалась и улетела вниз палка. Но он не сдается, идет. А я вот думаю, что надо было ледянку брать. Такой снежный спуск пропадает. Шутка, конечно. Я, как опытный следопыт, увидел следы людей. Вы только гляньте, кто-то здесь не только поднимался по снегу, но еще и остановился на перекур. Обалдеть. А вид-то какой отсюда открывается. Высоко забрались. Но до вершины еще немного. Существует несколько вариантов, почему эту гору назвали именно Бабьей. Одна из версий гласит, что жена разбойника ждала его здесь на перевале, когда же он вернется с дела, с похода. Но увидела, что его несут назад мертвым, и окаменела от горя, превратившись в гору. Со словацкой стороны гора Бабья имеет смысл ведьмачья. И тут такой налет мистики. Также пик этой горы словаки называют Дьяблак. Гора дьявола. И также есть легенда, что когда-то разбойник заключил контракт с самим дьяволом
на то, что он построит ему на вершине горы замок за одну ночь. Но все разбойника что-то не устраивало. То окна слишком узкие, то стены слишком низкие. В итоге с рассветом солнца замок не был закончен, и дьявол вынужден был отступить. Но в отместку он разрушил замок, обвалив его на этого разбойника и погребя его под камнями. Такая легенда. Вот такой уровень сложности маршрута. Говорят, можно пройти без специального оборудования, но, наверное, это когда снег сойдет. А пока здесь вот оползни и обвалы. И начались цепи впереди, которые помогают держаться. Начались цепи для облегчения прохождения этого участка. Довольно отвесный склон, но мы его под снегом просто не видим. Вот куда мы пришли, во что уперлись. Здесь сходит большой снежный язык вниз. Люди прошли, тропа осталась. Цепи есть, но они под снегом. И там внизу, видите, какая проталина. Все это потихонечку размывается. Ну, если очень осторожно, очень медленно и якориться руками за снег, одеть сейчас перчатки, у нас с собой есть, и цепляться, то, наверное, можно попробовать. Как вы понимаете, самые сложные участки в видео не попадут. Камеру там было не достать. Мы дошли до ручья. Он промыл себе дорогу под снегом, а нам надо по снегу сверху пройти. Ну, люди проходили, наверное, держат. Ну, если что, тут есть за что ухватиться. Дальше вроде участок тропы идет уже без снега, оттаивший. Ну и опять снег. Все как мы любим. Зато посмотрите, какой отсюда открывается вид. Всю Польшу видно до самого Гданьска. Еще один сложный участок остался позади. Он не страшнее, чем предыдущие, но здесь уклон покруче и заканчивается буреломом. Поэтому было щекотало нервишки, скажем так. Я сначала переправлял Мишку, страховал, потом за Танюшкой возвращался, и вместе мы проходили. Фантастически благоухают вот эти растения. Время уже 4 часа, 5 часов с момента начала подъема. А впереди у нас вот какая перспектива. Еще метров 15 снега, и маршрут уходит налево. Там протянуты цепи, и кажется, снега нет. Такие скалы начинаются. Думаю, там будет попроще. Оказывается, не бесследно прошел подъем. У Танюшки целый кроссовок снега. Но это самая лучшая обувь на сегодня с такими грунтозацепами. Мы не знаем дальше куда. Нашел? Молодец. Не проберешься. Если смогу, то помогу. Ох и классная дорожка. Ох и интересненько тут. Пока ребята остались перевести дух, я пошел на разведку. Так, здесь еще один снежный участок. А дальше вон туда, уже по камням. Ну, такой снег, в принципе,
проходимый. Уклон не очень большой. Вот цепи, Миш, держись за цепи. Цепи такие гладкие, то что я за них буду держаться. И, ну, они такие скользкие, то что я за них просто не удержусь. Да, ребят, альпинизм — это вам не велопрогулки. Сынок, ближе к краю, да. Как здесь фантастически пахнет какими-то горными цветами. Снег тает от нагретых днем солнцем скал. И заметили, деревья уже закончились. Мы вышли на уровень альпийских лугов. Не знаю, чего здесь деревьям не хватает, но они на определенной высоте становятся все ниже, ниже, ниже и совсем перестают расти. Мы добрались до первой скобы, и, честно сказать, я не вижу в ней смысла, потому как здесь рядышком идет вполне себе удобная лестница. Может быть, ее раньше не было, а потом построили. А вот дальше, да, придется карабкаться вверх. Забрался. Если я правильно понимаю, то это был самый опасный участок на маршруте, если нет снега. Если все спокойно и ты идешь себе летом вместе со всеми туристами, вот стеночка, 8 метров подъем вертикальный и скобы. Да. Но по сравнению с вот теми снежными склонами это ничто. Мы почти на вершине мира. Главное правило лыжника — не есть желтый снег. Вот он как раз перед нами. Правда, это скорее на него налетела пыльца. Я тут придумал развлечение. Как думаете, докуда долетит? О, недалеко. Идем все ближе к вершине. Делаем короткие отрезки с остановками на передышку, чтобы подъем был в удовольствие. Странные люди эти альпинисты, куда-то лезут, чего-то покоряют. Зачем это все нужно? И зачем создавать препятствия искусственно? Совсем немного не доходя вершины, мы увидели алтарь в самом финале тропы академиков. Здесь стоит скульптура Божьей Матери, свечки. И вот мы выбрались на перевал, седловина. Вершина еще чуть-чуть, буквально считанные метры. Но отсюда открывается вид на Словакию. Более пологий склон. А вдалеке видите еще одна горная гряда. Тоже вся в снегу.
Мы добрались. Мы зашли сюда. Класс. Я подпрыгиваю от счастья. Понимаю, что этого не видно, но эмоции переполняют. Наконец, вершина. Здесь каменная стеночка выложена, чтобы укрыться от ветра. Но многие говорят, что это и есть руины того самого замка. Кто-то здесь устраивает пикник на вершине. Ну и мы тоже присоединимся. Мы принесли сюда 3 круассана, чтобы отпраздновать подъем. И вот этот знак, самая верхняя точка, 1725 метров. А если высоко подпрыгнуть, то можно сделать даже 1726. Ну и раз уж мы сюда забрались, есть здесь такой крест, на котором все оставляют свои стикеры. Пускай мой здесь останется на память. О, тут был Санчо. Круассаны немного пострадали в пути, но зато забрались на такую высоту. Отправляемся в обратный путь. Начинаем спуск. И я тут посмотрел по навигатору. Оказывается, та тропа, которой мы шли в самом начале, уходит дальше вдоль подножья горы. А на вершину так и не поднимается. Если бы мы не свернули на тропу академиков, то неизвестно, мы бы на гору так и не поднялись. И это было бы самое большое разочарование. Слушайте, а где здесь спуск? Здесь как-то так очень становится сложно. А, вот, я вижу. Пошли ступенечки. Так что это в какой-то мере судьба завела нас сюда. Хоть и сложным маршрутом, но все-таки завела. А спускаться будем уже лайтовеньким. По вершинам между Большой Бабьей и Малой Бабьей. И затем спускаемся в долину. Этот участок дороги проходит фактически по границе между Польшей и Словакией. Вот такая граница. Куда хочешь, туда иди. С самой горы несколько троп туристических спускается и на одну, и на другую сторону. Солнышко опускается в тучи, все ближе к горизонту. А мы дошли до той ложбины, через которую проходили по снегам. Но где-то там внизу, многие сотни метров вниз, даже не назад, а многие сотни метров вниз. Это было классно. Теперь есть что вспомнить. Есть о чем рассказать. Мы вышли к самой натуральной и естественной альпийской горке. Здесь такой стелющийся сосонник. Очень красиво смотрится. Ближе к вечеру поднялся очень сильный холодный ветер. И я теперь понимаю, почему здесь снег не тает. Ночью холодно. Он, возможно, даже подмерзает здесь. А все-таки и на лайтовом маршруте снег еще лежит. Метров 30 его мы зацепили. И чем ниже мы спускаемся, тем выше становятся деревья. Вот эти стелящиеся по земле сосны уже превратились в кустарник, а кое-где даже выросли настоящие ели. Честно сказать, спуск нельзя назвать легким.
Он тоже довольно отвесный, но спускаться все равно легче. Это, конечно, бесспорный факт. А вот мы уже и по настоящему еловому лесу шагаем. Чем ниже, тем темнее, сумеречнее становится. И коли уж у нас во время подъема речь зашла о всяческой мистике, то могу отметить, что здесь можно попасть в своеобразную временную аномалию. Мы начали подъем в 11 часов, на вершине были где-то в 4:30, в половине 17-го. Ну и в 17 начали идти вниз. Сейчас глянул на часы, 19. 2 часа спускаемся, хотя прошли даже еще не половину. Где час пропал? Не знаю. По ощущениям мы идем меньше. По времени больше. Чекпоинт. Солнце опускается за гору Малая Бабья. А мы вышли на промежуточную площадку. Это седловина между двух гор. Отсюда начнется спуск. Вот мы уже дошли до того уровня, где снег тает и образуются ручьи. Местами даже сложно понять, а где здесь тропа, а где русло ручья. Но это вовсе не означает, что снег полностью закончился. Он по-прежнему нас радует своей скользотой. Держись. Держу, держу, держу. Спускаемся. Эх, жаль, лыжи не взяли. Фух. Обратный путь у нас лежит красным маршрутом. В потемках хорошо видны метки на деревьях. Дорожка стала такая более пологая. Деревья полноразмерные, настоящие. А это значит, что половина спуска преодолена. В потемках добрались до мостика через ручей, который был в самом начале. Оказывается, когда ты спускаешься, работает другая группа мышц. И она фактически ни у кого не тренированная. Это очень тяжело. Ноги от усталости гудят. Заканчиваем спуск мы уже в кромешной темноте. А когда попытались включить фонарик, нам навстречу из чащи леса начали вылетать летучие мыши. Поэтому большую часть дороги мы шли вообще без света. Ну вот здесь летучих мышей вроде не видать, а впереди уже видны просветы. Это парковка, где мы оставили машину. Добрались. Дошли. Домик на входе, где продавали билеты, пустой. Никого нет, все закрыто. На парковке считанные машины. Кстати, мы, когда спускались уже вниз, на закате, видели людей, которые с большими рюкзаками шли на вершину. И я думаю, они там остались ночевать, потому что спускаться в такой кромешной темноте, да и скорее всего у них там с собой была палатка. Первое, что сделал, как только дошли до машины, вдоволь напился. Мы оставляли здесь запас воды, чтобы его не нести на гору. А того, что был с собой, естественно, не хватило. Поэтому сейчас душеньку отвел. Фух, накатывает усталость. Подведем итоги. Подъем мы начали в 11. Сейчас 21:23. 10,5 часов. Хайка, 10,5 часов прогулки. И нам еще предстоит минимум 2,5, я даже думаю 3 часа, учитывая ночь, горы, серпантины. 3 часа обратной дороги. Но будем понемножку ехать.
Вот и доехали. На часах 20 минут первого ночи начался следующий день. Сил осталось только доползти до душа и затем переползти до кровати. На этом на сегодня закончим. Всем спасибо, всем счастливо и всем пока.